Сегодня я и обучающая кукла Даша познакомим вас с очень простым массажем, основанным на рефлексотерапии, который поможет облегчить симптомы кашля, разогнать, скажем так, да, вот эти вот все скопления мокрот. Ну, это не панацея. Всегда помните, что мы обязательно получаем диагноз у врача. Это лишь вспомогательный метод, который может помочь малышу, ну, отхаркивать получше, или же вот разбить, разогнать мокроты, которые скапливаются в маленькой грудной клетке. При массаже обязательно учитываем состояние малыша. Мы никогда не делаем массаж с температурой. И также мы смотрим на все сигналы малыша. Помним, что совсем маленькие дети нам показывают стоп, раскрывая ладошку и сильно ее напрягая, и пальчики. Также, если малыш начинает плакать, ему некомфортно, мы тоже прекращаем все действия и можем попробовать их снова позже. Массаж мы делаем, если ребенок только на грудном вскармливании, мы делаем его, в принципе, практически сразу. Ну, смотрим по состоянию, да, то есть чтобы ребенок, может быть, поел и отрыгнул воздух. Если ребенок на смеси или на обычной еде, или на прикорме, да, со смесью или с грудным вскармливанием, то мы ждем после приема пищи 35-40 минут и затем делаем все манипуляции массажные. Как мы начинаем массаж всегда? Для начала мы разогреваем наши руки. Поскольку вы работаете обычно с кожей ребенка, да, на грудной клетке, на стопах, на ручках, нам, конечно, нужно, чтобы кожа немножко скользила наша по детской коже, не создавалось вот этого неприятного трения. Для этого можно использовать массажное масло, можно использовать просто кокосовое масло или оливковое масло, а также вы можете смешать эти масла дополнительно с эфирными маслами, которые могут, ну, оказать дополнительный эффект, например, масло чайного дерева. С детьми постарше, мы уже об этом говорили в других видео, мы можем использовать специальные смеси респираторные, которые облегчают дыхание, поддерживают респираторную систему. Вот. Мы наносим небольшое количество масла на наши руки, хорошо разогреваем и устанавливаем контакт с малышом, говорим малышу, что сейчас мы будем делать массажик, поможем тебе себя чувствовать получше, и просим у тебя разрешения, да, то есть я у тебя прошу разрешения, и затем, если у вас базовое или эфирное масло, то есть у масел всегда есть какой-то запах, который для детей очень сильно различимый, мы проводим, да, перед лицом малыша, не касаясь его кожи, и смотрим на реакцию. Если малыш, например, начинает там сильно чихать или чувствует какой-то дискомфорт, начинает отворачиваться от того, что у вас на руках, значит, это сигнал, что ему не нравится запах, и мы можем поменять это масло или же попробовать позже. Вот, то есть обязательно руки должны быть теплые, мы не хотим создавать такое шоковое неприятное состояние, когда холодные пальцы касаются груди, там, лица или рук малыша. Итак, давайте теперь перейдем к самому непосредственно массажу. Итак, разогретые руки помещаем на грудную клетку и плечики малыша, задерживаем, устанавливаем контакт. Начинаем круговыми движениями одной рукой массировать от диафрагмы вверх к шее и снова возвращаемся. Добавляем вторую руку и выполняем круговые движения двумя руками от диафрагмы вверх к плечикам и возвращаемся. Движения очень мягкие, сильно не надавливаем, комфортно и удобно малышу. Если малыш с вами разговаривает, то поддерживайте с ним разговор. Продолжаем массировать. Этими движениями мы запускаем лимфатическую систему. Заканчиваем поглаживанием одним от плечиков к ручкам. Теперь кончиками пальцев осторожно простукиваем грудную клетку, как будто бы вы нажимаете клавиши фортепиано. Это своего рода перкуссионный массаж, но не на спине, а на грудной клетке малыша, что более удобно для совсем малышей.
Заканчиваем снова поглаживаниями от диафрагмы по грудной клетке к подмышкам. Переходим на лицо. Начинаем с лба к щечкам, к подбородку. Делаем несколько движений. Осторожно поглаживаем. Перемещаем наши указательные пальцы на переносице и осторожно поглаживаем от переносицы по крыльям носа вниз. Несколько раз. Это движение помогает выведению мокроты и облегчению заложенности носа. Заканчиваем упражнение на лице, снова поглаживанием лица. Спускаемся на стопы, на маленькие стопы. Обхватываем стопы двумя руками и нашими большими пальцами массируем внешнюю часть стопы по круговой. Вот. Теперь работаем с пальчиками подушечек, легкими движениями массирующими от основания к пальчикам. Таким вот образом. Теперь работаем с пальчиками стоп. Пощипываем, массируем и пощипываем, массируем, пощипываем. Как будто шарик катаем между нашими пальцами. Это детские ножки. И подщипываем в конце. Все это очень нежно, очень быстро, чтобы малышу было комфортно. Завершаем поглаживаниями от плеч, по телу и к стопам. И затем кладем нашу руку на грудь малыша, успокаивая, налаживая контакт, удостоверяясь, что все в порядке. В заключение хочу добавить еще раз, так ответить на пару вопросов, которые часто задаются. Как часто можно это делать массаж? Ну, если у вас совсем маленький ребенок, то я бы слишком часто не делала, может быть, пару раз в день. С ребенком постарше мы смотрим по необходимости. После массажа желательно ребенка приподнять, да, в положение таким столбиком. Можно похлопать его немножко по спинке, возможно, он захочет прокашляться. И в любой момент во время массажа, если вы видите, что у ребенка нагнетается кашель, вы можете его приподнять и дать ему возможность, как говорится, перехватить воздух и прокашляться. И еще раз я напоминаю, я уже об этом сказала в самом начале, прежде чем вы делаете что-то, то есть получите диагноз, если у вашего ребенка температура, если кашель очень сильный, хрипящий, лающий, то необходимо посетить врача. И данный массаж не является лечебным, он является вспомогательным, то есть это ваша помощь, ну, для облегчения вот как раз симптомов кашля и разгона мокрот в носовой части, в части груди, то есть помощь респираторной системе малыша. Будьте здоровы!